Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я предлагаю приготовить ароматное, рассыпчатое, тающее во рту печенье из самых простых ингредиентов. И делается оно тоже очень быстро. Берем одно яйцо, добавляем щепотку соли, 10 граммов ванильного сахара, 40 граммов обычного сахара, 1 столовая ложка варенья или джема желтого цвета или оранжевого. Это может быть апельсин или же абрикос, на ваше усмотрение. Это варенье или джем придаст прекрасный такой теплый цвет печенью. 50 граммов растительного масла без запаха, 50 граммов йогурта, кефира или сметаны. Также натираем цедру одного маленького лимона, только желтую часть, как вы знаете, потому что белая горчит. Когда с лимона сняли цедру, то он будет быстрее высыхать. Чтобы это не произошло, нужно его обмотать в пищевую пленку. Перемешиваем жидкие ингредиенты. Добавляем 220 граммов манной крупы, 1 чайная ложка разрыхлителя. Перемешали массу и ставим ее в холодильник хотя бы на 15-20 минут, чтобы манка набухла. Если вы видите, что масса слишком жидкая, то добавьте чуть больше манной крупы, потому что яйцо может быть разного размера, поэтому понадобится чуть больше манной крупы. Насыпаем на тарелочку сахарную пудру. Берем немного теста и формируем из него шарик. Обваливаем в сахарной пудре. Прогреваем духовку до температуры 200 градусов и выпекаем печенье приблизительно 15-17 минут. Ориентируемся по своей духовке. Печенье готово. Посмотрите, за счет сахарной пудры получается вот такая вот корочка. Ну что ж, давайте пробовать. Очень необычное печенье, мягенькое внутри, снаружи такая хрустящая корочка. Я бы даже не сказала, что дома можно сделать такую вот хрустящую корочку. Очень оригинальная корочка, не характерная для домашней выпечки. Вот попробуйте ее сделать. Печенье бесподобное, ароматное, мягкое внутри, хрустящее снаружи, не слишком сладкое, то, что нужно. Я надеюсь, что вам понравился этот рецепт. Я же с вами прощаюсь. Всем пока, до новых вкусных рецептов.